Салют, друзья! Сегодня предлагаю вам один из самых простейших рецептов приготовления картошки. Картопелька по-селянски в духовке. Для данного блюда нам понадобится килограмм картошки, который нам необходимо очистить от кожуры. Берем картошину, разрезаем на две части. И эту часть еще на две. И так со всей картошкой проделываем. Ставим кастрюльку на огонь и добавляем 1,5 литра воды. Сюда же отправляем картошку. Подсолили воду и от закипания воды 5 минут варим. Друзья, картошечка по-селянски подойдет как гарнир к мясу или к рыбе. А еще замечательно подойдет... А также может быть подан с любым соусом. Один из которых мы сегодня с вами приготовим. Для соуса нам понадобится натуральный йогурт. Здесь у меня 370 грамм. Я использую половину. Перед тем, как будете использовать, обязательно встряхните баночку. 3 зубчика чеснока выдавливаем на чеснокодавку. И нарезаем небольшой пучок укропа. И добавляем сюда укроп. И все хорошенько перемешиваем. Щепоточку соли добавим сюда. Отцеживаем картошку, снимаем крышку и даем немножко остыть. Пока картошечка отдыхает, приготовим приправу для картошки. 2 чайные ложки соли, 1/3 чайной ложки черного перца, чайная ложка с горкой паприки, чайная ложка сушеного чеснока и чайная ложка сушеного тимьяна. Все хорошенько это перемешаем. И сюда же в эту смесь добавляем масло. 3-4 столовые ложки. И все хорошенько вымешаем. И всю эту смесь выливаем в картошку. Теперь накрываем крышкой и все хорошенько встряхнем. Устилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем вот так вот картошечку. И сверху немножечко сбрызнем маслицем. Вот совсем чуть-чуть вот так полоской пройдем. И в разогретую до 200 градусов духовку отправляем на 25 минут. Ну и, друзья, картошечка по-селянски с соусиком готова. Значит, обязательно картошечку подавайте в горячем виде. Сразу же выкладывайте на тарелочку, выставляйте на стол с соусиком. Пусть все радуются и кушают. Ну а мы будем пробовать. Ай, корочка какая. Соусик. Всем мира, добра, до новых встреч, до свидания. Я буду наслаждаться. Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, что можно приготовить из шампиньонов очень быстро, вкусно и бюджетно. Самое важное, бюджетно. Поехали! Нам понадобится 500 грамм шампиньонов. Нарезаем средними кусочками. Добавляем масло для жарки. Выкладываем шампиньоны в сковородку. Берем одну луковицу. Нарезаем ее полукольцами. После того, как выпарили жидкость из грибов, добавляем лук. Обжариваем до золотистого цвета. 2 зубчика чеснока. Мелко измельчаем. Добавляем чеснок, черный молотый перец по вкусу, 20 грамм сливочного масла. Перекладываем грибы в тарелку. Для дальнейшего приготовления нам понадобится 4 картошки средние. Разрезаем их на 2 части. Я использую такой рифленый нож. И дальше нарезаем вот такими вот пластинками. Картошку мы промыли и просушили. Масло для жарки. Жарим картошечку до золотистой корочки. Нарубим небольшое количество зелени. Отправляем грибы в картошку. Перемешиваем и обжариваем 3 минуты. И вот, друзья, готово. Обязательно подавайте это блюдо к столу в горячем виде. С огурчиком, с соленым. Класс. Быстро, вкусно и очень бюджетно. Всем мира, добра, до новых встреч, друзья. Привет, наши подписчики.
гости канала. Сегодня будем готовить картошку. Не просто картошку, а молодую картошечку. Очень простой и очень вкусный рецепт. Значит, нам понадобится 1,5 килограмма картошки. Очищенная, это молодая картошка, очищенная, цельная, пол луковицы, 3 зубчика чеснока, масло сливочное, укроп, зеленый лук, соль и смесь перцев. Значит, для начала ставим картошку, варим на газовую плиту. Значит, закипела вода и еще минут 10 покипит, тогда выключаем. Сварилась наша картошка. Ну как, не до самого конца сварилась, так как, и повторюсь, закипела вода. И 10-12 минут она поварилась. Ну, картошка была немножко крупноватая, я ее все-таки порезал. Но желательно в идеале покупать вот такую вот картошечку, чтобы она была цельная. Значит, следующий наш шаг. Я уже поставил разогреваться сковородку. Значит, в сковородку отправляем приблизительно 70-100 грамм сливочного масла. Это 82% сливочное масло, да, где-то почти полпачки. Вот. И растапливаем и вливаем 50 грамм подсолнечного масла. Растапливаем наше сливочное масло. Сразу дополнительно я туда сразу залью подсолнечное масло. Вот. Достаточно. Теперь хорошенечко пусть все прогреется, сливочное масло растопится. Выкладываем нашу картошку. Выкладываем все выкладываем. Картошка, ребята, надо, чтобы была не до самого конца сварена. Так. Ну, так, отлично. Отлично. Прожариваем картошечку до золотистой корочки со всех сторон. Вот смотрите, дорогие подписчики, вот такая вот картошечка должна быть румяненькая. Ей осталось буквально еще 3-4 минутки пожариться. И тогда мы приступим к следующему этапу приготовления этой картошечки. Вот настало время загружать в нашу картошечку лук полукольцами, мелкими полукольцами. Лук. И также самое мелко нарубленный чесночок. Все это тщательно перемешиваем. Хорошенько перемешиваем. И даем прожариться еще минутку. Вот, ребята, подходит к завершению наше приготовление картошечки. Ах, класс! Отправляем сюда зеленый лучок. Следом за лучком отправляем укропчик. Так. И также самое еще солю. Замечу, что я не солил, только вот теперь солю. На вкус, цвет, как говорится, товарища нет, так что уже по вкусу соль. И это все дело мы перемешиваем. И еще минутку. И готово. Ну, как бы очень простое и очень-очень вкусное. И вкусное, и на вид приятное блюдо. Так что готовьте. Заходите к нам в канал на Инстаграм, на ВК. Подписывайтесь, делитесь своим мнением, своими рецептами. Спасибо.
Так, в дополнение, значит, к нашей картошке, которая сейчас еще обжаривается на сковородке, приготовим салат с тертого бурячка, с красного тертого бурячка. Значит, нам понадобится 3 столовые ложки майонеза, 4 бурячка, ну, я думаю, пойдет 3 бурячка, и 6 огурцов соленых. Раньше я их замалосолил, теперь они уже просолились. То есть можете посмотреть в предыдущем видео, как сделали малосольные огурцы. И маленьких 5 кусочков долек чесночка. Натираем, значит, наш бурячок прямо сюда уже, в этот майонез. Вот так, на крупную терку. Натерли бурячок, так как я и говорил, пошло у нас 3 бурячка. Следующий наш шаг, натираем огурцы. Тоже на эту же самую крупную терку. После того, как натрем огурцы, на чеснокодавке выдавливаем сюда чеснок. Подсаливаем по вкусу и перемешиваем хорошенько с майонезом. Значит, можно в этот салат очень хорошо подходит чернослив. Ну, так как у меня чернослива не было, я делаю с огурцами. Очень вкусно. Рекомендую.